А ведь по тебе так скучают. Кто же это? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Вы человек, ну такой, знаете, который любит работать, может быть, либо же по факту даже работаете в команде, да, либо же какая-то работа вот связана с коммуникацией, с людьми. То есть вы не сидите один на один там с компьютером, да, то есть это такая командная работа. Я не скажу, что вы зарабатываете очень большие деньги, но так, скорее это либо же средняя зарплата, либо же, может быть, даже чуть меньше средней. Может проиграться, что не так давно у вас либо же уменьшилась зарплата, либо же вас уже предупредили про то, что вот готовьтесь, да, ну в связи с каким-то, может быть, там местным, либо же всеобщим таким кризисом, да, поэтому есть такие моменты переживания по поводу финансов, и вообще даже, может быть, вы подумываете о том, чтобы сменить работу, просто банально, чтобы хватало денег, банально для того, чтобы выживать, и, знаете, хотя вы особо не заморачиваетесь по поводу, ну, своего такого скажем так, но не то чтобы жилья. Не заморачивайтесь по поводу каких-то вот плюшек таких финансовых. Что я имею в виду? Для вас не важно хватать звезды с неба, да? То есть вам, в принципе, очень больших денег не нужно, а вот вы больше даже переживаете за то, что, может быть, кому-то нужно детям помогать, да? Кому-то нужно родителям, там, стареньким помогать, либо еще кому-то, да? То есть вот в таком плане вы переживаете. Далее, хочется очень спокойствия. Вот подустали, есть момент такой усталости. Это может быть и физическая усталость, да, если вы работаете много, физически имею в виду. Есть и внутренняя такая усталость, когда очень много дел наваливается по жизни, а вы мало отдыхаете, но психика просто устает. Поэтому есть такой момент. Далее, у кого-то из вас личная жизнь как будто вот на паузе. Это может быть связано либо же с тем, что вы сами осознанно не хотите никаких отношений какой-то период, да, то есть, может быть, вы сами приняли решение такое. У кого-то просто абсолютно не получается построить новые отношения. Как бы вы ни старались, как бы вы там ни знакомились, причем могут ситуации как-то вот повторяться. То есть с одной женщиной, к примеру, познакомились, она непонятно как растворилась, да, вот ушла на пустом месте, исчезла. Со второй может быть подобная ситуация. И то есть здесь есть такой момент некоего разочарования. Вы можете даже сомневаться уже в себе. Такие ситуации могут вас самих вгонять в комплексы, в разные такие мрачные мысли, да, по поводу того, может быть, я не так хорош, может быть, это дело во мне, либо еще что-то, да. Поэтому тоже с личной жизнью может проиграться напряг. А давайте-ка сделаем маленький опрос как раз по этому поводу. Напишите, ребят, давненько я не спрашивала, много новых подписчиков появилось. Напишите в комментариях, какой сейчас у вас статус. Вы холостяк, вы в отношениях, у вас гражданский брак, либо же официальный брак. Вот пишите все, ребят. Это и каналу поможет, конечно же, для актива. И мне интересно, вот какая публика меня смотрит. Может быть, я тогда возьму просто немножко другие темы раскладов. То есть такой маленький мониторинг я хочу провести. Кого из вас больше? Далее, что еще о вас мне подскажут карты? Ой, как вы витаете в облаках. Очень часто из-за вашей такой, ну, некой даже наивности, может быть, приходится по жизни разочаровываться в людях. Причем сейчас, может быть, кто-то из вас пребывает именно в таких разочарованных энергиях по поводу женщины. Это могут быть либо отголоски прошлого, даже если вы давно разошлись, либо же это свежая такая боль у вас, разочарование, когда ничего не хочу, ничего не буду.
По поводу вашей мужской силы, ну здесь, ребята, здесь Бобик жив, и Бобик будет жить. Поэтому не нужно разочаровываться. Вы, в общем-то, полны сил и энергии. Есть среди вас те, которые даже вот, может быть, эта энергия такая, да, эротическая, сексуальная энергия, она бьет через край, что некуда ее девать, но опять же вы не будете направо-налево разбрасываться, да. Поэтому здесь могут быть, ну, не очень приятные ощущения по этому поводу, дискомфорт, вот именно на физическом уровне, да. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, когда распирает вот именно эта энергия, вы пытаетесь либо в работу уходить, даже если кто-то из вас на пенсии, но опять же вы полны мужской энергии, вы можете даже дома находить какую-то работу, вы можете в спорт углубляться, ударяться в какие-то, может быть, секции, занятия спортом и так далее. У каждого это свои фишечки. Поэтому, ребят, даже не переживайте по этому поводу. Другое дело, что есть среди вас те, у которых, я сейчас скажу очень важный момент, послушайте меня внимательно. Есть среди вас те, у которых, ну как же это вам деликатно так культурно сказать, да? Ну, смотрите, есть среди вас единицы, в принципе, немного. Но вы думаете, что все, реально Бобик сдох и ничего уже его не реанимирует. Так вот, ваша проблема в голове, ребят. Эта проблема сидит глубоко-глубоко в подсознании. Хотя вам может казаться, нет, на физическом уровне он и не шевелится, уже все, лапки свесил, да? Делаю акцент, кто так думает. Проблема в голове, в ваших мыслях, подсознании. Нужно работать с вашими мыслями. Вы сами себя вгоняете. Ну, скажу, есть такой диагноз психологическая импотенция. Есть такое дело. Поэтому вы сами себя вгоняете. Здесь все нормально с вашей собачкой, поэтому не переживайте. Ну, давайте-ка смотреть, кто же по вам скучает, мои хорошие. Давайте-ка смотреть. Я буду разные ситуации рассказывать, а вы уже примеряйте, кому что подходит, потому что, опять же, это общий расклад. Смотрите, есть какой-то человек, неважно, у всех по-разному будет, мужчина либо женщина, с которым вы сейчас, скорее всего, не общаетесь. У многих проиграется, это даже женщина материально ориентированная, женщина, которая очень страстная, активная. Смотрите, у кого-то это может бывшая жена проиграться, у кого-то может бывшая любовница проиграться. В общем, у всех по-разному. Но сейчас вы не общаетесь. Она по вам скучает, так как, ну, вспоминает, как вы классно проводили время, вспоминает, какие вот такие супер яркие, может быть, моменты вашей жизни. Очень хотела бы пообщаться с вами, причем, знаете, даже не то, чтобы вернуть отношения, хотя она тоже бы не отказалась, но здесь хочется просто, вот знаете, как бы, ну, по старой памяти, что ли, вот так по-дружески как-то, что ли, пообщаться, увидеться, может быть, да. У кого проиграется бывшая, ребят, сейчас я немножко еще уточню, вот именно по жене, да, потому что любовница и жена это немножко разные вещи. Да, с женой точно такая же история. Смотрите, она тоже скучает по вам. То есть примеряйте под себя. У кого-то это проиграется жена, у кого-то любовница. Ребят, не путайте. А у кого жена и любовница, ну это уже тогда вам не повезло. За вами скучают все. Вы что-то такое даете женщинам, что они не могут забыть. Скорее, это либо же отношение, это может быть забота, это может быть щедрость, это может быть какая-то вселенская ласка. Плюс, учитывая то, что вот у вас, ну, довольно такая большая мужская сила, я не исключаю, что женщины скучают по вам как по любовнику, да, вот по тем моментам, как вы зажигали с ними, ну, в интимном плане. Плюс, да, вы щедрый человечек. Поэтому вот ваши бывшие женщины, неважно, жены, любовницы, вообще неважно, скучают по вашим вот именно таким человеческим качествам. Начиная от супер крутого такого любовника, заканчивая очень добрым, щедрым, таким подельчивым человечком.
Поэтому, если есть желание, можете пообщаться. Причем, смотрите, у кого-то из вас, даже если это касается любовницы, у вас сохранились какие-то контакты. Вы можете набрать телефончик, вы, если захотите, вы можете позвонить, написать. Причем она не откажется с вами встретиться. Просто есть немножко момент сомнения, захотите ли вы этой встречи. А если вы сделаете шаг первый, то, пожалуйста, дерзайте. Она с удовольствием с вами встретится, пообщается. Ну, может быть, кто-то еще вспомнит и тряхнет стариной и позажигает, как это было когда-то. Так, далее, кто еще скучает по вам? Это человек, с которым вы когда-то могли либо же дружить очень тесно, либо же вместе, может быть, даже еще были как компаньоны, партнеры. Может быть, вы вместе работали и приятельствовали параллельно. Но до какого-то вот междуличностного кризиса, до момента, как вы поругались. Причем здесь могут быть такие ссоры, недоразумения какие-то из-за денег, из-за финансов. То есть, либо же, может быть, вы одолжили деньги, да, и вам не отдали. Вот какие-то могут быть еще другие моменты. Но человек, вот, ну, знаете, он как-то вот скучает. Я не скажу, что это та любовная любовь, да, когда мы скучаем по любимому человеку. Но просто поскольку у вас были раньше дружеские такие, может быть, компаньонские теплые отношения, вот не хватает вас. Хотел бы человек снова с вами воссоединиться. Даже я вам скажу, что пройдет какое-то время, это будет не ближайшее время, но человечек сам проявится к вам. У кого вот реально проиграется момент, что вам не отдали деньги, которые вы когда-то одалживали, человек даже придет с денежкой. Причем объяснит всю свою ситуацию, может быть, даже как-то вот покаяться, да, ну, признает свою вину. И, в общем-то, здесь большой шанс, что наладятся ваши такие отношения. Далее, кто еще скучает по вам? Так, да что ж такое? Так. А это какая-то ваша тайная поклонница, ребят, ух ты! Есть женщина, которая была к вам очень неравнодушна. В принципе, она и сейчас неровно дышит. Но, может быть, вы либо переехали куда-то, да, кто-то работу сменил, кто-то место жительства. Может быть, вы перестали ходить в ту компанию, в которой вы были с ней. У всех это будет по-разному, поскольку общий расклад. Но женщина, ну такая, смотрите, она может казаться эмоционально сдержанной, такой, может быть, даже серьезной, строгой. Но вы очень-очень нравились и нравитесь. Она строила планы на вас. Ей бы хотелось с вами, ну, пообщаться поближе, скажем так, да. Но поскольку не сложилось, не срослось, вот она все-таки вас не забыла, несмотря ни на что. Не забыла. Причем я вам скажу, что, может быть, даже втихаря продолжает за вами где-то подсматривать. Может быть, соцсети, может быть, если у вас там есть контакты друг друга, может быть, даже в мессенджерах смотрит, да, вот бывает, женщины просто смотрят, когда мужчина был в сети, да, и это уже душу греет, что вроде бы он не где-то на гулянках, а дома. Ну, есть такие заморочки у женщин, это глупо, смешно, но тем не менее. Поэтому вот скучает по вам, потому что вы, может быть, после того, как вы либо переехали, ну, то есть поменяли, может быть, свою дислокацию какую-то, перестали пересекаться. Она скучает, потому что были у вас с ней какие-то разговоры, но это были разговоры скорее, может быть, дружеские, да. Вы могли делиться с ней, она могла делиться с вами, но вы не подозревали вообще, что она к вам неровно дышит. Плюс она скучает даже вот за вашими такими, может быть, посиделками, за какими-то такими задушевными разговорами, помимо того, что, да, вы ей нравитесь как мужчина. Поэтому она по-своему тоже скучает за вами, и
В общем-то, у вас тоже будет момент, когда вы пересечетесь. Это будет очень неожиданная встреча где-то, ну, может быть, где угодно, да, в магазине, это будет какое-то людное место, хоть и в парке, да, где угодно. У всех это проиграется по-разному, но общение еще у вас будет. Ну, давайте еще один момент. Кто еще за вами скучает? Но мне вот больше, я смотрю, так больше как-то показано, что опять-таки это человек, с которым вы либо жили вместе, либо хотели построить семью. Вот вокруг да около, опять-таки, ну, в принципе, информация повторяется. Я думаю, что, скорее всего, к нам пришла бывшая. Потому что она вас не отпустила. Вот скучает. Вот скучает. Давайте все-таки про бывшую. Вот я подробней хочу узнать, почему она скучает. Хотя расстались вы, ой, как некрасиво. Здесь могли быть конфликты, скандалы. Очень неприятное такое расставание. Осадок остался у вас обоих. Но поскольку прошло время, эмоции как-то, страсти поулеглись, и она поняла, что все-таки вы далеко и не безразличны, что все-таки даже чувства в каком-то смысле к вам остались. Да, она скучает, да, потому что вы по-своему ей родной человечек, понимаете? Скучает, потому что понимает свои ошибки. Скучает, потому что ругает даже саму себя, что она вас потеряла. Причем здесь может быть даже глупая такая измена у кого-то проиграется, о которой она уже 150 раз сама пожалела. Мы не будем сейчас в тему измены впадать. Но то, что она, в общем-то, сделала выводы, она понимает, что она виновата, она понимает, кого она потеряла, и, конечно же, понимает, что вы ее уже вряд ли простите. Поэтому это такая ее маленькая тайна, мы сейчас прям в глубину души ее влезли, если можно так сказать, да, в ее мысли. Поэтому скучает, тоскует, хотела бы чаще с вами общаться. И даже может у кого-то проиграться, что она внезапно может стала проявляться. Звонки, смски под разными предлогами, просто чтобы с вами пообщаться, вот вспомнить вас, да, вот, но это ностальгия, это тяга, поэтому она пытается уже хоть что-то придумать, хоть какой-то повод, только бы увидеть, услышать. Но опять-таки, что имеем, не храним, потерявши плачем. Что здесь можно сказать? И еще такой момент. Смотрите, ребят, у кого есть дети на стороне, ну, вернее, не на стороне, а на расстоянии, немножко неправильно. Нет, понятно, у кого-то, может быть, и на стороне есть, но мы сейчас не об этом. Смотрите, у кого есть на расстоянии детки, очень за вами скучают детки. Хотели бы чаще вас видеть, слышать, но поскольку здесь проблемы с мамой уже, да, мама может настраивать ребенка против, мама может запрещать, придумывать разные отговорки, отмазки, только бы вы пореже виделись. Но это такая травма для ребенка, но ребенок ваш скучает. Если вы кто не знаете, ужасно скучает. И я думаю, когда вы встречаетесь, пусть даже это какие-то редкие такие встречи, все равно он, ну, ваш ребеночек, да, неважно, взрослый, маленький, неважно, может бросаться на шею к вам, да, может просто, если это взрослый ребенок, просто прижаться, обнять, да, там лицо сияет, глаза сияют, но это всегда видно, когда вас рады видеть. Поэтому детки ваши очень и очень скучают. Ну, постарайтесь, если будет возможность, может быть, можно как-то с мамой договориться, с бывшей своей женщиной, чтобы, ну, все-таки она перестала манипулировать ребенком, да, особенно если это маленькие дети. Если это старшие, то пусть все-таки, наверное, прекращает настраивать против вас, вносить эту смуту в ваши отношения, потому что все-таки какой бы ни был возраст ребенка, а отец это очень важное и нужное для ребенка, да. Поэтому, мои хорошие, примеряйте под себя, кому что подходит. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!